Итак, ребята, всем привет! Хотела подвести итоги года, рассказать тоже, что происходит на тонком, потому что работа идет весь декабрь у меня вообще просто. Я не вылазю из тонкого, я не вылазю из проработок, я не вылазю из осознаний. Вот, очень-очень быстро раскрывается информация, плюс идут все новые и новые образы с тонкого плана, как и что будет, то есть энергии вот эти, которые сейчас начинают уже раскручиваться, начинают запускаться очень мощно, да, вот прям в потоке. И у меня прям вот такое ощущение будоражащие идут, и то есть я уже тоже такая все это смотрю и думаю быстрее бы, быстрее бы, быстрее бы. Вот, и сегодня с вами хочу поделиться продолжением тех видений, которые я вам рассказывала ранее, что еще за это время произошло и что я видела. Хочется начать, наверное, с того, что сейчас, помимо того, что очень активно развязываются узлы, я видела, что начинается эра новой эпохи, да, то есть вот хочется сказать, какая-то новая эпоха, и эта новая эпоха, она будет фундаментально выстраиваться в обществе. Также вот сегодня как раз вот я записываю 28 декабря, воскресенье, я проводила стрим, и тоже я видела картины, такие образы, что на место вот этих правителей, которые есть сейчас, неэффективных руководителей, манипулятивных руководителей, которые сидят во власти во многих странах. Это я не говорю про президентов конкретно, я говорю про руководство стран. То есть руководство — это достаточно многочисленное количество людей, то есть это помимо президента, это там правительство, да, это парламентарии различные, да, различные политики, которые голосуют за законы, которые издают новые законы и так далее, да, то есть голосуют за них и прочее, прочее. То есть в разных странах по-разному называются такие организации, но, в принципе, все, что касается руководства единых, да, вот стран, политики, связанные с социумом, связанные с вообще тому, куда стремиться, да, в целом обществом, вот на что обращать внимание. И я видела, что сейчас очень много, в принципе, я это давно видела, да, и очень часто об этом говорила, что сейчас стоят манипуляторы. По большей части они владеют верхушкой мира, да, вот те, кого мы можем назвать глобалистами. Они ставят точно таких же манипуляторов во главе многих стран, в руководство многих стран и так далее. И эти люди, они разрушители. То есть они разрушали системы, они разрушали ценности, они разрушали людей изнутри, то есть, да, ломали судьбы, ломали личности, ломали психику. В общем и целом вели, можно сказать, мир вот по стопам Содома и Гоморры. Вот такое по большей степени идет. И сейчас я вижу окончательное разрушение, знаете, вот как будто их древо, да, вот древо вот этих вот манипуляторов, то есть глобалистов, глобального правительства, оно как будто, знаете, вот когда дерево гниет, оно начинает разрушаться. Вот прям гнить изнутри, да, кора, вот это вот все осыпается, и просто дерево превращается в труху. Оно становится вот трухлявым и ломается, то есть оно как разрушается, да, вот просто как фундаментально рушится. И вот этот образ приходит очень и очень ярко. То есть, что их вот это древо, которое они здесь свое выстроили, оно становится трухлявым и просто начинает крошиться, то есть раскрашивается, да, и потихоньку кусочками просто вот падают ветки, все вот просто дерево, оно превращается в труху. Это гнилое дерево полностью разрушается. И я вижу, как приходят истинные созидатели. То есть они начинают вот просто внедряться в правительство стран, в руководство стран, и они начинают вытеснять, то есть излечивать, они начинают, получается, какие-то больные опухоли, условно, да, которые есть, они начинают разрушать, и они начинают лечить.
То есть это, знаете, это люди будут, которые просто раковые клетки какие-то, да, вот, которые умертвляют организм, то есть каждая страна, она как отдельный организм, вот, они будут убирать раковые клетки, то есть и заполнять их какой-то эффективной энергией, которая будет выращивать в новые органы, да, вот в этом теле стран. То есть здесь, скорее всего, вот от того, что мне идет, здесь скорее речь идет о том, что будут выстроены новые институты, как институты власти, так и институты, социальные институты внутри стран. То есть само общество будет двигаться в каком-то совершенно ином направлении. И это будет созидательное направление в первую очередь. И деструкторы, то есть те, кто разрушал, да, те, кто манипулировал, манипуляторы, они как будто потеряют свою власть. Вот знаете, у них как будто под ногами начнет шататься пол. То есть раньше как было, да? Нами манипулировали по большей степени, и манипуляторы ломали нас изнутри, да, создавая иллюзии жизни, создавая как раз, вот знаете, может быть, кто с психологией немножко связано такое слово газлайтинг. Газлайтинг — это когда тебе говорят, что то, чего ты видишь, не существует, да, когда тебе говорят, что черное — это на самом деле белое, ты что не видишь, да, что черное — это белое. Когда тебя заставляют поверить в то, чего на самом деле не существует или выглядит иначе, когда тебя заставляют сомневаться в себе. И как раз-таки сейчас современное общество, современный момент вот того, что мы владеем, то, что нами, да, владеют глобалисты, заключается в том, что мы не владеем собой, то есть в большинстве своем у людей, которые вот зашоренные сейчас ходят, все они на самом деле не понимают реальность, то есть они не уверены в себе, в том, что как, что и зачем. Им кажется, что вот то, что им дают манипуляторы, да, что оно является истиной, и они начинают защищать этих манипуляторов, они начинают за них вставать горой и так далее, да, вот, и они не видят то, что за этим. Но в будущем, то есть такое ощущение, что люди, они как-то вот, знаете, они как будто перестанут слышать или уйдут в себя. Вот есть какой-то момент, что люди, которые сейчас находятся вот в каких-то вот таких вот шорах, они начнут уходить как-то глубоко в себя, вот как будто смотреть, да, внутрь себя. И на этом они, знаете, они не проснутся, наверное. Я не скажу, что будет какой-то момент, что вау, и все проснулись, там нет. Они как будто уйдут, и они уже не будут слышать. То есть вот эта манипуляция, они как будто уйдут в какое-то такое глухонемое состояние, условно, да, где они перестанут слышать, что там кто им говорит. И их какая-то сосредоточенность будет на внутреннем состоянии себя и на том, что их изначальные верования, да, во что бы то ни было то, что они изначально веровали на 1000%, оно как-то отомрет, то есть умрет. Им придется пережить какую-то очень такую трансформацию глубокую, переосознание вообще себя, даже не мира, а себя. Вот. Я не знаю пока что, с чем это связано, просто идут такие образы, и я вам, в принципе, их озвучиваю. Как эти образы будут уже на нашем материальном мире отражены, я думаю, мы уже увидим, когда эти процессы начнут в большом количестве, да, проявляться. В принципе, у меня было очень много видений, которые сбылись, очень много, и я до конца, то есть не могла сказать, каким именно образом это отобразится на вот в реальной жизни, да, этот образ, что было вот, когда я видела переполненные больницы, люди, у которых внутри сворачивается кровь, да, когда вот было с этими с укализацией связано, и потом действительно пошел массовый момент с тромбами, вот, по всему миру, и там, вы знаете, спортсмены там, и все вот это вот, просто ужасные вещи происходили, да, сколько людей от этого ушли на тот свет, это просто ужасно, не сосчитать,
Вот, что там другие вещи, которые я видела, это тоже все сбывалось в том или ином виде. То, что я озвучивала, что вот недавно, да, я рассказывала о том, что на Украине будет как раз Фемида, то есть, ну, Фемида это опять же образ, да, то есть это правосудие, то, что связано с судом, с правосудием, она будет зрячая, и она будет именно ловить тех, кто наживался на проблемах обычных людей, да, прям ловить их очень жестко, за пятую точку, и, в принципе, мы увидели, как это начало реализовываться. Поэтому здесь тоже будем смотреть, то есть наблюдать, как в дальнейшем будет реализована вот эта стратегия, то есть что именно будет касательно людей. Также мне приходило, вот я сейчас все не могу успокоиться насчет Европы, потому что Европу ждут большие какие-то потрясения, потому что вот то древо, про которое я вам рассказывала, да, которое будет расти из Украины в Европе, там ветки, оно очень-очень сильно понесет, вот оно какие-то очень большие потери будут у людей, но это даже их потрясет очень сильно там. То есть это будут потрясения на уровне даже не сколько там финансов, не сколько еще чего-то, а на уровне сознания. То есть это какие-то потрясения будут до такой степени, что все вот во что человек раньше верил, да, то есть все манипуляции, допустим, которые раньше были, что он там доверял вот просто на 100%, допустим, там в правительство верил, еще во что-то, да, в какие-то иллюзии, которые ему скармливались, у него была одна картина мира, и эта картина мира, она настолько разрушится, то есть она будет настолько вот ошарашивающая какая-то информация, да, что то, во что он верил, все вот просто рассыпается. То есть это то, когда весь твой мир, который ты видел, он просто рассыпается зыбучим песком, оазисом, которого не существовало, да, на самом деле, и человек вообще будет, вот многие, ну не знаю, это, конечно, наверное, не в прямом смысле будет, но вот как сходить с ума будут от этого, потому что вот настолько будут внутренние потрясения, настолько их всколыхнет то, что они скажут, нет, я не верю, то есть они уйдут в какое-то отрицание, прям вот мне идут очень яркие образы того, что люди стоят, и настолько у них сильное отрицание, вот просто они не могут смириться с тем фактом, что то, чего они вообще вот ни разу в жизни не ожидали, сбылось. Это вот, знаете, когда человек просто в какой-то истерике находится. Наверное, знаете, вы помните, видео были, когда некоторые американцы, они там просто впадали в истерику, орали, кричали, там просто массовые были какие-то неадекватные реакции, когда победил Трамп. И вот некоторые люди, которые были за демократов, они просто там впадали в какое-то истерическое состояние, вот, и они, нет, я не верю, этого не может быть, нет, как будто они не могли вообще смириться с такой реальностью, где вот происходит то, что вообще не укладывается у них в голове. Вот тут то же самое будет, но здесь не то, что будет происходить, а здесь именно будет момент того, что весь мир окажется не тем, как они его видели. То есть, что вообще будет что-то по-другому, что вообще не уложится у них в голове. Ждут очень большие потрясения и очень глубокая трансформация у этих людей и, в принципе, у этого региона. Вот, у европейского такое тоже идет. Также более расскажу подробно о работе на тонком плане, которая была проделана. Вот, я видела, как вот была, которая в куполе, да, большая трещина, она расширялась, энергии заходили все больше и больше. В какой-то момент я увидела, что очень-очень много людей, очень много душ объединяются, и это не только души, ну, это по большей степени светлячки, которые сюда пришли что-то делать, да, то есть которые действительно пришли менять этот мир, которые пришли как бы более высокого порядка, души, которые именно пришли делать. То есть есть души, которые переосознают свой опыт, а пришли души, есть еще души, работники условно, да, которые пришли сюда не просто пожить, но и поработать здесь. То есть им нужно сделать какие-то дела очень важные. И вот я увидела, как вот такие души,
которые и делами какими-то занимаются, да, то есть им нужно в своей жизни что-то реализовать, то, чтобы этот мир повернулся, да, как-то в другое русло, то есть по другим временным линиям пошел, по хорошим, по светлым. Вот, также я увидела, как души-хранители, знаете, это именно те души, которые, они проводники живой природы. То есть есть такие души, я о них рассказывала, на Бусте очень много рассказывала про это. Также в Солнечном клубе тоже, помню, рассказывала, на Ютубе, я не помню, упоминала я или нет, но души-хранители — это те люди, вот, да, больше я на Бусте рассказывала, конечно, про это очень много, когда рассказывала про истинных правителей, рассказывала, как раньше энергия, вот эта светлая энергия, да, распределялась по миру. То есть она проходила именно через определенные души, то есть через истинных правителей проходила эта энергия, через духи природы раньше были, да, вот через духов природы проходила, также через определенных душ, которые были связаны с миром, с мирозданием, с энергиями мира, и они тоже пропускали через себя эти энергии и распределяли их по определенным территориям. Если кому-то интересно, что это такое, вот, как это все выглядит более подробно, то есть пройдите на Бусти, вот, там подписка не такая уж и дорогая, там чашка кофе, да, стоит подписка на месяц, там есть очень много информации по этому поводу, то есть по распределениям энергии, по вот тому, как это в прошлом все было, да, про истинных правителей и прочее, то есть про прошлое нашей Земли, про историю вот того, как она жила, как ее завоевали и прочее. Это было, и это я все брала из информации и того, что помню я, как душа, да, себя я помню полностью, то есть я помню даже свои и воплощения, и свой путь как души даже до этого мироздания, то есть откуда я вообще пришла на это мироздание, как давно, то есть что вообще было, как я родилась, грубо говоря, да, вообще как душа. Это все я помню, то есть с этого момента, даже со своего момента рождения я себя помню. Вот, а здесь дело в другом, что вот эти даже души, то есть души хранителей и души, которые вот души работники, грубо говоря, да, души, которые пришли сюда делать дела, они объединились, и вот эта энергия общая, да, они просто стали как, не знаю, единым целым в своем намерении, объединились и начали просто закручивать пространство. И я увидела, что в разных частях мира как будто разверзлась земля. Вот это очень интересное было видение. То есть именно когда вот эти души объединились и начали как вот очищать землю. То есть как будто вот эти энергии, которые зашли, они начали этой энергии, то есть сквозь землю пропускать и зачищать ее. Я увидела, как в нескольких местах, там 3 как разлома таких, да, условно, там как разверзлась земля. Это не в прямом смысле, да, опять же, это как образ. И что как будто у нас внутри земли, то есть именно где-то под землей, то есть это даже не на поверхности, а где-то под землей. Опять же, да, я на Бусте рассказывала, что вторжение в наше мироздание началось под землей. Они вышли из-под земли, они не сверху с космоса прилетели, ничего такого. Там я это все подробно очень рассказывала, откуда они пришли, как они туда попали вообще под землю, да, что там происходило и так далее. Поэтому кому интересно, тоже вот welcome на Бусте. Ссылки все в описании, есть как бы и на мой телеграм, и на Бусти, и на курсы. Кстати, кто там спрашивал про курсы по курению, да, вот там женщина рассказала в комментариях тоже. Я очень рада, вот, что ваш муж бросил курить. Она рассказала, что стаж у мужа там уже под 40 лет был курения, то есть там 37, по-моему, или 38 лет, она сказала, стаж курильщика у мужа, и он бросил курить после моего курса. Вот, стоимость курса равна вот столько, сколько каждый курильщик выкуривает в месяц. То есть этот курс у него окупится уже в первый же месяц, да. Он уже окупился и даже уже приумножился. То есть человек уже 2 месяца, получается, да.
вот с момента, как приобрел курс, не курит. И это очень-очень круто, потому что техника, она действительно очень крутая, и она кардинально отличается от всех тех техник, которые вы когда-либо до этого слышали или пробовали, да, вот, для того, чтобы бросить курить. Поэтому избавиться от зависимости на самом деле очень легко. И я могу сказать, что при помощи этого курса не только бросали курить, но и также употреблять алкогольные напитки. Я даже знаю, то есть есть такие люди, которые об этом говорили. Сам метод очень действенный и очень крутой. И стоимость его относительно недорого. Я специально поставила такую стоимость, чтобы каждый, абсолютно каждый курильщик, вне зависимости от того, сколько он там зарабатывает в месяц, и все, каждый курильщик абсолютно мог ее себе позволить, потому что ровно такую сумму он тратит на сигареты в месяц. То есть у каждого курильщика эта сумма есть. Вот, как-то так. Поэтому, если у вас есть желание все-таки избавиться от того, что делает вас несвободными, потому что курение, оно делает нас несвободными так или иначе, то буду рада, вот, если мой курс вам в этом поможет. Найти курс можно на моем Дзен-классе, а также ознакомиться с первой лекцией там можно абсолютно бесплатно. Ссылка будет в описании. Ну так вот, возвращаясь, да, к видению, вот под землей как будто были огромные какие-то фантомы. Я еще первый раз, когда увидела, вот, что вот эти души все в объединении начали как бы проливать свет и начали что-то доставать, что-то черное из-под земли, что-то ужасное, да, как бороться с кем-то и что-то доставать. И я увидела, как земля вот так вот разошлась, и оттуда вытащили огромное тело. Представляете, вот там души такие, ну, вроде бы да, большого порядка, но такие маленькие казались. И оттуда как вот вытащили огромное тело такое, получается, собакоголового. То есть, ну, я поняла, что это не прям тело, да, собакоголового, а это как фантом. То есть это как фантомное тело или как фантомная энергия. То есть, да, вот этого вот урода собакоголового. И его прям огромного такого достали и куда-то туда, короче, в космос условно там отправили, да, то есть его энергию отправили, причем сейчас попробую прям объяснить, как это видение выглядело полностью, то есть как будто вот наш как купол, да, который там закрывает, вот эта трещина, которая в куполе, в темном куполе, да, вот свет идет с одной стороны, а с другой стороны мы как будто уже как выходим из вот этого темного пространства, да, но у нас еще остается туда, ну, небольшой проход какой-то, то есть тоже как некая трещина, да, такая, то есть мы еще не полностью перешли, но нам как будто, знаете, надо все туда, все, что остается еще на нашей территории, то есть нашей параллели, вот этого темного нам надо туда, ну, как выпнуть, да, как вот убрать. И я увидела, что вот эти огромные тела, вот этого собакоголового в том числе, его как будто взяли, подняли, и вот именно вот в эту вот как трещину, вот в этот темный мир, то есть вот эту еще небольшую какую-то вот, я не знаю, как прорыв, да, какой-то вот небольшой, и вот туда, короче, вытолкнули прям, чтобы он пошел обратно вот в ту темную часть вселенной. То есть, ну, мы как будто уже вот как вот одним бочком мы уже в светлой стороне, вот, и нам остается только вот все вот это вот туда, то есть свое забрать, а вот это вот все туда отправить, то есть откуда оно и пришло. Дальше, после того, как вот этого темного достали, собакоголового, переместилась еще в какое-то место, вот территориально я не помню, где вот все это было, но, по-моему, собакоголового достали там, где пирамиды были, то есть в Египте. Потом доставали почему-то куриноголового, то есть вот знаете, как с головой вот как рисуют там горы или что-то такое вот, то есть как сокола такого. Вот такого доставали, куриноголового тоже Хренсона, тоже огромное такое тело было, вот тут где-то в районе, знаете, ну, я не скажу, что Иерусалима, но где-то вот этот вот полуостров, где-то там он находился, то есть такое ощущение, даже тут не один город, а вот целый вот этот полуостров, да, практически там огромная территория, то есть и оттуда прям вот доставали вот это вот тело,
огромное его, тоже как фантомное, то есть его энергия, и тоже его как бы аннигилировали туда, в это темное пространство. И еще одного доставали. Вот этого где-то доставали, знаете, район почему-то идет вот где Индия, только не где сама Индия, а где-то вот выше. То есть вот где-то вот в том, где Индия, Пакистан, то есть вот где-то вот те районы, мне кажется, вот где-то там было. И то тоже вот так же землю, как вот разверзлась, да, земля, и оттуда доставали еще одного. Вот его я не помню, как он выглядел, но, по-моему, он выглядел как крокодил. Я не буду врать, но да, он был похож на репта, то есть не прям крокодилья голова, но вот как какая-то рептилия, то есть какой-то рептильный, тоже непонятный там мудак. Вот, тоже огромный, такое вот, как эфирное тело, да, там фантом такой. Его поднимали и тоже вот так же как бы выталкивали прям за пределы, да, нашего мироздания. И они, я видела, что они как будто вот как вот в это темное пространство туда улетают и как бы куда-то возвращаются, то есть возвращаются, видимо, к своим владельцам, то есть туда, откуда они пришли, эти энергии. Вот, но при этом, при всем. А дальше, то есть вот земля, она как разверглась, да, когда это все достали, вытащили их из-под кожи земли, грубо говоря, да, повытаскивали эти фантомы, и она обратно потом зажила, то есть земля, то есть она как обратно вот их вытащили, она обратно сошлась, все, и там уже как бы было какое-то тепло, знаете, как будто на этом месте начала расти трава. Вот такого вот плана, даже не просто трава, а цветы какие-то. То есть трава, цветы, как такие, знаете, цветущие луга, благоухающие цветущие луга появились. Вот такого плана тоже было видение. Очень-очень, кстати, мощное. И я тогда, когда это увидела, у меня какой-то такой тоже подъем был очень большой. Я думала, что ну наконец-то, да, вот это вот все тоже происходит, потому что как будто вот дом очищается, вот даже не то, что земля, хочется сказать, дом очищается. Как какие-то, знаете, подклады из-под половиц подоставали и начали вот расчищать. Вот, какие-то кладбища, да, как будто там кого-то похоронили под половицами, вот ты вот скелеты там достаешь в этом доме, который там кто-то до тебя оставил. И тут вот что-то такое же, то есть как будто это были подклады какие-то, может быть, какие-то тела мумифицированные или еще что-то, да, какая-то магия, вот их вот это вот страшное, которую они делали в свое время. Вот что-то такое. И также время. Тоже хотела сказать про время, что была работа со временем. Вот. Уже не помню, ну, в какой-то из понедельников, вот, по-моему, 22 числа, да, была работа со временем, где тоже сила определенная возвращалась, то есть у одного темного была отобрана сила временными потоками управлять, вот что он до этого делал, и время его как будто как-то то ли вспять повернули, развернули. Даже не то чтобы вспять, а как будто правильно, вот как оно должно идти, да, правильно время. Не по матрице, вот как оно шло у него, а правильно идти. Вот этот тоже момент какой-то устанавливали. Правильного отщелкивания времени. То есть вот в таком виде. Это тоже было. Вот сейчас посмотрим, как это все будет тоже отображаться. Может быть, и дело даже не в том будет, что какие-то там часы поменяются, 24, там не 24 поменяется все, а в том, как мы будем чувствовать время, потому что я видела, что последние, ну вот даже не последние года, а до этого вот как будто время все ускоряли. То есть ты не успел встать, ты ничего не сделал, поел, только попил, и все, тебе уже ложится спать. То есть вот в таком виде время просто неслось, и как будто у тебя его крали, прямо реально крали, оно сливалось. Вот сейчас будем смотреть по тому, насколько, может быть, быстрее бежит время, да, или наше восприятие времени, то есть что-то должно поменяться, не прям резко, вот прям бах, там в 1 секунду все изменилось,
Такого, конечно, нет, но как будто вот время, оно начало течь в другом направлении. Вот я не знаю даже, как это объяснить, но вот как будто оно шло вот с одной стороны, да, вот, то есть как-то вот в одну сторону крутилось, а сейчас как будто оно начало крутиться в другую сторону. То есть оно начало медленно еще, не быстро, но оно начало наоборот затягивать как-то пространство, то есть наоборот затягивать время. То есть временные петли, временное вот полотно, то есть как будто как-то по-другому, короче. То есть если раньше мы по спирали, да, двигались вниз, условно, по правилу буравчика, то теперь по спирали мы двигаемся вверх, то есть должны начать двигаться вверх. То есть вот такого вот плана я скажу. По моим ощущениям, да, то, что идет. Вот, ребята, вот такие у меня новости, да, с тонкого плана. Надеюсь, вам всем эти новости понравились. Надеюсь, вам всем было интересно услышать то, чем я занималась в декабре, да. Ну, это из малого. Сразу скажу из малого, потому что там работы было очень много, в том числе моя личная работа, да, личная работа моей души на многих уровнях, вот, и это не все, то есть я там очень много и силы возвращала, и своей, и другим помогала тоже возвращать свою силу душам, вот, которая у них есть внутренняя, но тем не менее, помимо этого, было и очень много работы на тонком плане, частично, о которой я вам рассказала, частично я думаю, есть еще, да, нас ждет новая и новая работа, потому что время пришло, но такой декабрь у меня вышел достаточно насыщенный, даже в том плане, что было столько работы на тонком, сколько я уже не помню последний раз, сколько так было, но я даже вот мне некогда было толком записывать ролики, к сожалению, потому что каждый день с утра до вечера, буквально с утра до вечера и с утра до вечера. Вот в таком режиме я работала. Сейчас пойду в отпуск до 10 января. Вот. Желаю вам всем хороших выходных, длительных. Уделите время себе, уделите время семье, будьте счастливы. Но я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.